Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Сегодня у нас абсолютно спонтанное видео, так сказать, видео на коленке. Пока я занимаюсь своими балконными делами, рассаживаю клубнику, землянику и перевожу ее на балконное уличное содержание, вы, мои дорогие, продолжаете меня радовать своими результатами. Совершенно недавно, бегая между чистотелом, а точнее его заготовкой и рассаживанием земляники, я получила на почту письмо. А в письме, друзья, как всегда, красота. На этот раз красота от Марины Матвеевой. Марина – давний член нашей орхидейной семьи, и ее многие знают по комментариям. Как говорит сама Марина, все, что она знает благодаря каналу «Классика орхидейного жанра». На самом деле все не так, а точнее не совсем так, потому что любой успех – это всегда взаимодействие. И сколько бы ни старался один из двух взаимодействующих, если второй ничего не будет делать, то и успеха не будет. А успехи у Марины есть, причем по всем статьям, начиная от адаптации орхидей, в том числе больных, в своих домашних условиях, и заканчивая пышным и обильным цветением орхидей. Да не абы каких орхидей, у Марины пышно зацвела парфюмерная фабрика первым домашним цветением. А еще Марина прекрасно адаптировала биглип Абба, который считается всеми очень сложным в домашнем уходе. А еще она вылечила от стволовой гнили с помощью толстянки биглип Леонтин. Такими темпами я вам расскажу содержание всего видео. Но уж нет, слушайте сами, пусть Марина расскажет сама. Вот парфюмерная фабрика распустилась полным распуском, наконец-то. Вот ее настоящий цвет сейчас. Вот такая вот она красивая. Цветочки 5 и 4,5 сантиметра. Довольно крупные. Яркий, насыщенный такой розовато-кирпичный, наверное, цвет. Очень яркая желтая губа. Вот такая красавица. С пятнышками. Неоновая серединка, неоновые прожилки по лепесткам. Ну, красота вообще неописуемая. 21 бутон. 21 бутон был. Все сохранились, все распустились. Вот. Красавица. Купалась сегодня утром. Значит, вот эту веточку она очень долго созревала. С февраля, сейчас май. Вот представьте, 2 и 5, 3 месяца она ее зрела и наконец-то распустила. Здесь у нас еще домашним цветением. Второе домашнее цветение всего на 2 цветочка. Ну вот так он решил продолжить. Это лайки леопард. Тоже очень яркий, красочный в этот раз. И красавица Абба. 6 марта, как с магазина мы ее принесли, так вот она и цветет до сих пор. Своим цветением. Выглядит она прекрасно. У нее такая хорошая серединка, ствол замечательный. Так, леопард, подвинься. Вот, прекрасно она себя чувствует, не торопится ни расти, ни... Корешки вот у нее в отличном состоянии, корешочки. Это Бухарест рядом. Вот так мы продолжаем расти, цвести. Сейчас вот мы будем поливаться крапивой с прилипателем, с овсяночкой. Вот натуральный цвет ее. Вот так вот видно. Вот так натуральный цвет. Фабрика Сеншен. Парфюмерная фабрика Сеншен, что переводится как аромат. Вот. Вот такая вот она. Так, а здесь у меня стоят те цветочки, которые еще только собираются цвести. Я хочу показать, вот как я на 2 дуги, на 5
И 4 пока бутона, вот такие 2 дуги сделала для... Так, кто ты у меня? Дай вспомнить. Это Пикассо. Пикассо готовится к первому домашнему цветению. Сделала ему дуги. Так прикольно получилось. Спасибо, Наташа научила. Ну, а вот эта вторая парфюмерная фабрика, она еще пока только растет у меня. Она еще не вызрела. Она еще только в процессе. Я ее купила, она маленькая совсем была, но уже цвела, а сейчас хочет вырасти, чтобы потом в дальнейшем цвести. Много корешков у нее. Растет постепенно, все будет хорошо. Вот такие у нас успехи. Такие у нас успехи. А вот так выглядит Леонтина. Это белый Big Lip с розовой большой красивой губой. Вот так он на 3 цветоноса. Вот так 3 большие цветоноса у нее. Вот этот последний цветочек, характерное его цветение, он может быть вот таким белым, может быть желтоватым, может быть розовым. Поэтому Леонтина очень похож на Наташину белую красавицу, королевишну. Если вдруг вы не помните Наташину красавишну, королевишну, то показываю. Вот этот мой белый биглип, его я называю монаршей особой, очень похож на Маринин Леонтин, но у моего цветок на 3 сантиметра крупнее. Королевишну, но это другой сорт. Вот он стал зеленеть, растет, потерял несколько листьев, пережил тяжелую травму, не травму, а черноту на шее. Пережил. Сейчас в порядке. Толстянкой мы его выходили. Шея подсохла. Сейчас она в прекрасном состоянии. Вот надлом внутреннего горшка. И мне пришлось взломать горшок, чтобы, не вытаскивая из грунта, вытащить из-под нее торфяной стаканчик, а вместо него я вставила фитиль. Вот она у меня стоит на фитиле, потихонечку пьет воды. Я ее уже опрыскиваю. До этого, пока чернота не подсохла, я не опрыскивала, а только смазывала соком толстянки все листья. Сейчас уже опрыскиваю. И также микрополив. Продолжается микрополив. Она держит цветы. Тоже с 6 марта, уже больше 2 месяцев. 18 цветов на 3. Вот 3 ствола у нее. Привет, красавица. Вот ты моя хорошая. Все, на этом пока. Всем хороших, плодотворных дней. Вот такие результаты у Марины. Давайте вместе порадуемся за нее. Я пойду делать заготовки лекарственных трав, а вы попытаетесь отгадать, о какой целебной траве будет следующее видео. Даю подсказку. В химическом составе этого растения содержатся витамины Е, К, В1, В2, В5, В6, В9, ПП и холин, огромное количество природных аминокислот, инулин, протеин и дубильные вещества. Ответы тех, кто захочет поучаствовать в разгадывании загадки, я с удовольствием почитаю в комментариях. Ну а теперь я напомню вам, что 9 минут вы провели вместе с каналом Классика орхидейного жанра. И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, а если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.